Друзья, приветствую вас на ютубе 24 канала. Меня зовут Анастасия Нарицына и Сергей Слонян сегодня вместе со мной. Сергей, здравствуйте. Рада приветствовать. Здравствуйте, рад вас видеть. Это взаимно. Прежде чем мы начнем наш разговор, я хочу обратиться к нашим зрителям и слушателям, чтобы вы поставили свой лайк, напишите обязательно комментарий, можете также указывать свои вопросы, мы обязательно их обсудим. Ну и, конечно же, не забывайте указывать, с какого вы города. Нам очень интересно знать, где нас смотрят, где нас видят. Ну и, конечно же, возможно, много у нас разных стран, и будем таким образом расширять нашу географию. Россия может закончить войну в Украине уже в этом году, 1 ноября. Об этом говорится в документе, который вчера активно гулял в телеграм-каналах. Сейчас вы видите его на своем экране. Скорее всего, это фейк, но даже если это фейк, то почему он появился именно сейчас и почему указана дата 1 ноября? В России огромное количество неподтвержденного всегда и всего, и поскольку мы живем в эпоху интернета, то обыватели, рассевшиеся по диванам, они самые строгие критики, и они всегда требуют так называемые пруфы. И человек считает, что, во-первых, ему обязаны, если я тут сижу на диване, я что-то прочитал, и мне почему-то не доказали это, то я требую. И самым доказательным является документ с подписью и печатью. Я, кровавый палач советского народа, товарищ Сталин, повелеваю начать репрессии 1937 года и уничтожить 8,6 миллионов человек. Раз такого документа нет, значит, никаких репрессий не было. Вот примитивизм логики современного бытия, он как раз продиктован стремлением людей не копаться в информации, не анализировать информацию, критически не осмысливать информацию, а из серии «ну-ка быстро, немедленно, Мариванна у доски, объясни мне, почему 2+2=4». И, кстати, если я не пойму, что 2+2=4, ты мне, пожалуйста, докажи так, чтобы я это все-таки понял. И с утра до ночи появляются подобные документы, где написаны совершенно несусветные вещи, там удивительные указы, постановления, подписи, признания. Тем более, что мы помним, все-таки к этой наглядности нас приучили репрессии 1937 года, когда люди сами на себя писали. Там Тухачевский писал, что он действительно собирался устроить войну и заставить Россию проиграть в этой войне, и тем самым устроить заговор. Это все было подпись и печать. И вот эта наглядность, она, поскольку люди максимально примитивные, она сейчас является самым главным источником и информации, и доказательной базы. И вот, наконец-то, появился документ с подписью и печатью. Количество людей, которые ему поверили, совершенно невероятное. И только те, кто прикидывается аналитиками, они говорят, ну нет, ну что вы, это так быть не может, в первую очередь потому, что Советский Союз никогда не оставляет материальных следов своих преступлений. И если они вдруг, так уж и быть, где-то есть, и косвенно являются доказательством вины, они засекречены. Почему о счастливой советской жизни все архивы засекречены навсегда? По Великой Отечественной войне навсегда срок давности хранения документов всегда продляется. И тут вдруг выплывает бумажка, где черным по белому что-то написано. Потому что в России так не бывает никогда, ни в какие времена. Но война действительно имеет тенденцию к окончанию. То, как заговорили разными словами, с разными интонациями, с разной степенью убедительности о неизбежных переговорах, свидетельство, так или иначе, уже поворота в эту сторону. Какое-то время тому назад о переговорах не было и речи. Обе стороны так или иначе давали понять, что у них будет победа, война до победного конца. А теперь обе стороны объясняют, без потери лица, это очень важно в политике. Нельзя показаться слабаком, первым, кто принял так или иначе решение, которое ведет к каким-то очень серьезным последствиям. Ты всегда до последнего должен, даже в рамках здравого смысла, сопротивляться. Поэтому, не теряя лица, обе стороны говорят, да, переговариваться. Переговоры нужны. В первую очередь, переговоры нужны, конечно же, Путину, потому что у него патовая ситуация. Что ему делать, совершенно непонятно. И у него сейчас заканчивается абсолютно все. У него заканчивается экономика, у него заканчиваются... Люди не заканчиваются, и глупость не заканчивается. Но Эйнштейн говорил, что она все-таки безмерна, глупость человеческая. Все остальное у Путина заканчивается. И самое главное, он хочет или нет, он вынужден сейчас идти на реформы. Он не случайно уничтожает свое Министерство обороны. Он не случайно посадил другого человека, потому что он ищет выход из ситуации. А что, если поменять министра обороны? Война не выигрывается. А что, если посадить 5 генералов? Опять не выигрывается. А что, если в Корее купить снаряды северные? Опять не выигрывается. А что, если стравить на Израиль, натравить Хамас и Хезболлу? Опять не выигрывается. А что, если ЧВК Вагнер в Мали пойдет в атаку, попадет в засаду? Опять не выигрывается. Что-то не делай, не идут дела. Не получается никак.
И у Путина, у него неизбежно желание к перемирию, не к остановке войны. Он ни в коем случае не подразумевает, что на этом война закончится, будет поставлена точка. Это промежуток, это пауза. Нужно поднакопить ресурсов, нужно в Америке все-таки дозакупить микрочипы, нужно допроизвести Х-101, нужно в конце концов посмотреть, что там с ядерным потенциалом, и после того, как Украина поверит, весь мир поверит, все опять скажут, ну, смотрите, Путин молодец, все-таки начал войну, он тем не менее закончил, давайте с ним торговать, давайте с ним продолжать человеческие взаимоотношения. Вот после этого Россия перевооружится и пойдет убивать Украину до конца. Потому что Путин не остановится. Остановить эту войну может только смерть Путина. Вот если будет выдан, например, на его уничтожение мандат, пусть даже в рамках какой-нибудь отдельной структуры, отдельного государства, вот тогда есть шанс, что эта война действительно закончится, и будут переговоры, которых мы все ждем, когда обе стороны представляют интересы двух разных стран, и там первые лица, вторые лица, пятые лица напрямую, при посредничестве, в ООН, на нейтральной территории, в Киеве, в Москве подписывают окончание войны. А сегодня у нас есть только бумажка. На этой бумажке написана мечта. К 1 ноября хорошо бы закончить войну. Смешно будет, когда к 1 ноября действительно удастся посадить обе стороны за стол переговоров и остановить хотя бы стрельбу. Но это будет совпадением, а не результатом этой бумажки. Но, кстати, на этой бумажке есть еще одна дата, не 1 ноября, а уже 1 февраля 2025 года. И говорят, что это мы будем выводить войска. Ну, то есть Российская Федерация якобы готова выводить войска с украинских территорий. А почему именно 1 февраля, если заканчиваем так называемую СВУ 1 ноября? И готова ли Россия выйти из территорий, которые сейчас временно оккупированы, в том числе из Крыма? Ни в коем случае. Но из Австрии оккупационная армия, например, Советского Союза вышла в 1955 году, через 10 лет после окончания войны. И в Австрии делать было абсолютно нечего. Ну, кстати, с тех пор за Австрией должок. И уж если спасать, например, несчастных людей, жителей Австрии от плохого отопления, плохого социального пакета и прийти туда утверждать русский мир, так с 1955 года вопрос не решен. Австрия, готовься. У России длинные руки, у нее долгая память и большое сердце. Так прижмет в объятия к своему сердцу, что никого в Австрии в живых не останется. Поэтому, конечно, из Украины убираться восвояси под натиском, в силу обстоятельств, ни в коем случае по доброй воле. Если только Си Цзиньпин не позвонит. Из Казахстана вылетели как пробка от шампанского. Один телефонный звонок, и нет там никаких войск ОДКБ. Но мы видим, что на Путина всерьез давить никто не собирается. Он по-прежнему рукопожатный. С ним по-прежнему ведут переговоры. И по-прежнему Америка продолжает поставлять ему всю боевую электронику, из которой делаются те самые ракеты. Поэтому какие бы документы ни были, как бы не был сформулирован выход российских войск, окончание войны, перемирие, прекращение огня, если Россия поставила свой кованый сапог на горло, она просто так не уберет его. И Донбасс уж на протяжении 10 лет был территорией, в которой ни мира, ни войны, но люди почему-то погибают, и оттуда никто не собирался уходить. Хотя военная ситуация, военная обстановка ни в коем случае не говорила о том, что Россия там что-то выиграла. Она втянулась, устроила там бойню, сама очень сильно получила сдачи и даже не шелохнулась уходить оттуда. С Крымом то же самое. Поэтому изгнание дьявола — это отдельный ритуал. Подписание документов с дьяволом — это всего-навсего некая дата, которая нужна только для одного, чтобы, не дай бог, больше никого не убили, и пригодится еще для учебника истории. Все-таки у Советского Союза, у него все его войны, они обычно очень пролонгированные. Это как гражданская война. Когда в СССР закончилась гражданская война? Какая дата? Никогда она не закончилась. И здесь та же самая ситуация. Мир заставит подписать, появится дата. Войска вывести — это будет очень серьезное мероприятие. И тем более, что Россия же, она по-прежнему, до тех пор, пока Путин жив, считает зоной своих интересов Украину. Это бывшая наша, которая и в настоящем наша, и в будущем наша. Поэтому мы должны быть здесь либо агентами влияния, либо убийцами, сторожами и жандармами. Поэтому ни в коем случае с этих земель, конечно же, не уйдет по доброй воле ни один русский солдат.
Возвращаясь к ноябрю, может ли это быть специально, как бы успеть до выборов в США? Но и вот было заявление президента Украины Зеленского, что к концу ноября Украина разработает план действий по достижению мира. Начнутся детальные обсуждения с соответствующими странами по вопросам территориальной целостности. Вот что вы думаете об этом? Может ли быть такое, что этот план Украины, он будет представлен уже на втором саммите мира, где, напомню, и ожидают представителей Российской Федерации, ну, по крайней мере, об этом говорил глава МИД Украины Кулеба. Вы очень верно ключевым словом в вопросе поставили «успеть». Какую страшную тайну из мальчиша-кибальчиша выпытывал проклятый буржуин? У Михаила Веллера есть ответ. Какая страшная тайна? Красная армия всегда опаздывает. Успеть Россия не в состоянии никогда. Ни к чему. К какой-то дате, к 1 ноября, к выбору американского президента, даже когда будет понятна уже дата конца света, Россия не успеет. Ну, потому что, знаете, форс-мажор, оврал, то не подвезли, этот проворовался, там что-то не хватило, тут нет, не поняли, там, в конце концов, телеграмму не принесли. Поэтому Россия, которая пытается к какому-то сроку что-то успеть, она обречена, она не успевает никогда. Украина в этом отношении, конечно, более деловито ведет себя, но саммит мира — это все-таки к разговору не о том, что будет на самом деле, а о том, как бы хотелось, чтобы выглядело. Мирная конфигурация, способность наконец-то внятно объясниться, остановить кровопролитие. Но саммит мира — это не окончание войны, это не прекращение огня. Это одна из промежуточных стадий политики для того, чтобы в конце концов, по большому счету, заменить недееспособное тряпочное ООН. Вот то, что сейчас превращается в то, во что превратилась ООН, то, что она из себя представляет, это совершенно никчемная, бесполезная структура. Она не имеет никакого смысла. Она не может решить ни один вопрос. И саммит мира — это дубль ООН. И он может, получив статус, получив верительные грамоты от огромного количества государств. Зачем нужны на саммите мира 100 стран, 200 стран? Потому что это есть представительство планеты Земля при беспомощном ООН. И эти люди, эти государства, эти руководители стран в состоянии уже диктовать так или иначе политику в рамках планеты Земля. На планете Земля одно из самых страшных мест — это война в Украине. И прекратить ее ООН не в состоянии, НАТО тем более не в состоянии. Переговоры, заставить Россию сесть за стол переговоров пока не получается. А саммит мира, каким бы документооборотом он не сопровождался, так или иначе, именно и есть эта попытка начать договариваться с миром, земным шаром, о том, чтобы война все-таки закончилась. Но все сейчас декларируемые документы, намерения и в том числе военные операции, они не имеют никакого отношения к тому, что будет происходить на самом деле. Никто заранее не будет раскрывать карты. Мы сейчас продолжаем общаться с миром, и в том числе даже с Китаем. Мы видели поездку главы МИД Украины Кулебы в Китай. Он встречался с Ван И. И тут на встрече с Блинкеном Ван И сказал, что Китай будет продвигать идею мирных переговоров между Киевом и Москвой. Они, среди прочих вопросов, обсудили Украину. И говорит, что Ван И сказал, что позиция Китая по украинскому вопросу является откровенной и непоколебимой. И он будет продолжать настойчиво убеждать и продвигать мирные переговоры. А вот как Китай в этом может помочь? Вы уже сказали, что в принципе это единственная страна, которая может как-то надавить на Россию. Вот до этого визита Кулебы было непонятно, кто все-таки на планете Земля главный управляющий по России. В принципе, самое главное всегда Америка. Она может начать любую войну, она может закончить любую войну. Америка заканчивала все две мировые войны. Первую и вторую закончила Америка. Вмешалась и поставила точки над «и». Америка в состоянии решить абсолютно все. Но сейчас Америка упустила, либо передала полномочия Китаю. И выясняется, что именно Китаю поручено спровоцировать Путина не столько к мирному процессу, сколько к обдумыванию неизбежности переговоров. Кто был тем главным, кого Россия послушает? Кто может цыкнуть зубом, стукнуть кулаком по столу? Америка, судя по всему, уклонилась от этой роли. Ее делегировали Китаю. Китай до этого
Он ведь в своих, например, мирных инициативах абсолютно не изменился. Он первый раз, когда все пункты своей декларации мирной опубликовал, все почитали и сказали, какая ерунда. Мгм. Китай, не теряя присутствия лица, сказал, мы настаиваем на нашем мирном плане. Все еще раз почитали и сказали, да ну что вы, какой-то мирный план, это полная ерунда. Ничего не изменилось, Китай его не переписал. Те все говорят, вы знаете, какой шикарный мирный план. Что произошло? Ничего не изменилось, кроме одного. Америка передала полномочия по укрощению Путина Китаю. Китай взялся за эту работу. У Китая нет никаких предложений, вообще никаких. Китай, он в данном случае как воспитательница, которая вошла не в свою группу детского сада. Там дети подрались, а она даже смутно знает, кого и как зовут. Ну, вроде вот эта Машенька, вот это вроде Дашенька, вот то вроде Васенька, а то вроде Петенька. Чего они дерутся? Зачем? Какие у них были до этого взаимоотношения? Они видят друг друга первый раз в жизни, или они здесь дерутся уже всю группу, начиная там с первого дня, как их привели? А вот Китай вообще не в курсе. Но ему сказали, ну ты посмотри, ну чтобы не дрались. И Китай пошел разбираться, чтобы не дрались. При этом у него есть абсолютно липовая бумажка, не содержащая по большому счету не то что фундамента серьезного мира, а даже по большому счету внятной конфигурации. А Китай считает, что у него безупречная совершенно позиция. Вы знаете, мы такое вам предложили, что невозможно не отказаться. Вы даже если вы с пустыми руками пришли, вас бы с этой минуты, после визита Кулебы, внимательно бы слушали, потому что приглашение Кулебы в Китай означает, что Китаю предложено начать решать этот вопрос. До визита было непонятно. Китай взял под козырек и сказал «да, Америка». Потому что Китай, как самая главная инициативная единица здесь, получил полномочия от Америки. До этого Китай точно с тем же выступал, никому не был интересен, и никто его не слушал. А вот теперь его слушают. Стало понятно, что Путин послушается Китай. Америку мы не знаем. Он тем более очень любит поглумиться над президентами. Тем более Путин, он же отстает в развитии. Он же никогда не поспевает за ситуацией. Он понятия не имеет, что ему делать сейчас в нынешней конфигурации выборов в Америке. Такой президент, сякой президент. Тем более, что по его агентурным данным ни тот, ни другой, ни Камала Харрис, ни Дональд Трамп. Там будет третий. Непонятно. Америка тоже по этому поводу говорит, знаете, пока мы будем разбираться с своим президентом, разберитесь, наконец, с Украиной. Китай к ноге. Китай щелкнул каблуками и сказал, ладно, начинается мирный процесс. Он действительно начинается. А если говорить о Китае, то мы же понимаем, что ему выгодно, чтобы в Кремле остался тот режим, который сейчас существует. Вот каким образом удастся вот и посадить за стол переговоров обе стороны, но и получить выгоду для себя? Китай вообще без разницы, кто сидит в Москве. Китай сейчас перед всем миром изображает рамки цивилизованности в том кафтане, который на него надели. Китай совершенно по-другому видит мир. Китай знает, что он самый главный последние 5 веков на планете Земля. Любая страна для него — это геополитическая помеха. Земля как явление для Китая чрезвычайно важна. Китай не случайно устроил экспансию в Африку. Китай не случайно покупает себе целые страны. Ему абсолютно без разницы, что там на престоле сидит в этой стране. По каждой стране у них есть конкретная, совершенно очень четко прописанная стратегия вторжения. В данном случае экономического, если надо, потом и военного. Ну, никто не знает, есть ли у Китая вообще армия. На всякий случай боятся, потому что миллиард человек так или иначе. Даже если просто придут и просто плюнут, любая другая страна утонет. Но для Китая нет понятия друзей и врагов. Для Китая есть понятие выгоды. Тем более у китайцев они так устроены. У них такая культурологическая особенность. У них нет в нашем понимании чувства стыда. Вот то, за что нам стыдно, для китайца это повод ухмыльнуться и сказать «сам дурак». Китай, в принципе, имеет совершенно другое представление о совести, о морали. Именно почему с Китаем невозможно ни о чем всерьез договариваться. И когда бледнолицые говорят о том, что китайцы нам друзья, так это вы обманываетесь, потому что Китай под словом «дружба» подразумевает совершенно другое. И Китаю сегодня Путин. Да, пожалуйста, мы с любым Путиным прекрасно совершенно ради выгоды себе договоримся и сделаем его нашим вассалом. Потом будет, условно говоря, какой-нибудь там Сталин. Мы и со Сталиным договоримся. Неважно, кто там сидит на русском престоле. У Китая есть свои интересы. Причем Китай свои интересы очень четко описал. К 2050 году не так много времени осталось. Четверть века буквально.
решить территориальный вопрос с Россией по неправедно подписанным обманным путем Нанкинскому и Пекинскому договорам. Это как раз середина прошлого века, 1848-1850 годы. Земля, Дальний Восток, они по праву китайские. Но Китай тогда был слаб, поэтому Российская империя подписала невыгодный для Китая договор. Так вот, к 2050 году, то есть через 100 лет, через 200 лет, 1850-2050, земли вернутся. И Китай для этого дружить с каким-то Путиным может только ради самообмана этого Путина, либо ради самообмана Сталина, либо ради самообмана Николая II, неважно, как это будет называться. Землю он заберет. Земля — это китайская. И если почитать внутреннюю китайскую прессу, особенно приграничных провинций, там очень интересно рассказывается, это же партийная пресса, то есть можно читать экономическую, бизнес, а можно читать партийную. Партийная пресса Китая пишет о том, что ни в коем случае не нужно достигать дисбаланса между инвестиционной привлекательностью наших провинций и сопредельных территорий по ту сторону границы. Потому что если мы сейчас становимся инвестиционно привлекательными, тогда из наших регионов никто не хочет выезжать. Ну, у нас начинается в Китае благоденствие. А когда есть стимул на ассимиляцию, оккупацию, проникновение в русскую землю, вот тогда мы и должны сделать инвестиционно привлекательным этот процесс. Проще говоря, в переводе с хитрого китайского на обычный русский. Давайте, наконец-то, приедем, поселимся в России и займемся освоением их земель, потому что здесь больше никто, кроме нас, не живет. И когда настанет момент, нам не нужно будет штыками отбирать эту землю, потому что мы здесь уже есть, и мы китайцы, и эта земля китайская. Вот о чем идет разговор внутри Китая. И для этого совершенно неважно, как называется, как выглядит и какого роста то, что сидит там где-то в Кремле и иногда даже приезжает к ним побегать, постучать каблуками по каменной дорожке, потому что ему к лимузину «Аус» ковровую дорожку никто не выслал в прошлый раз. И Владимир Владимирович Путин изволил коротенькой рысью быстренько бежать к Си Цзиньпину, который всего-навсего соизволил повернуться в его сторону. Поэтому, если что, то про Китай мы не очень хорошо знаем, недооцениваем и не очень понимаем, как он будет действовать. Он будет действовать очень конкретно, только ради своих интересов. В эти интересы сейчас входят добрососедские отношения с Америкой. Америка сказала разобраться. Китай разберется. Но дружить с Россией ни в коем случае. России по-любому конец, потому что Китай придет и заберет свое. Сейчас ассимиляцией, потом, если надо, подкрепит танками. Сергей, у нас такие с вами серьезные разговоры, но ваш собеседник, который на заднем фоне, очень умиляет. И наши зрители пишут, что кот иллюстрирует отношение Китая к этим разговорам и к тому, как Китай относится к России, потому что он так красиво умывался. По поводу еще переговоров, тут высказался и помощник Путина Патрушева, бывший секретарь Совбеза РФ. Он заявил, что заявление Украины и Запада о переговорах — это тактическая уловка. По его мнению, она используется для передышки, поскольку Россия имеет преимущество в войне. При этом реальных шагов по переговорам Украина не делает. Это говорит Патрушев. Но и мы помним статью от The New York Times, где Россия звонит в Пентагон и жалуется, что вот Украина якобы готовит какие-то очень секретные операции на территории России. Так это такое преимущество в войне у России или о чем он имеет в виду? Преимуществ, конечно же, никаких нет, а передышка нужна. То, с чего мы начинали этот разговор. России во что бы то ни стало нужна передышка в этой войне, чтобы наконец-то все-таки довооружиться и уже напасть на Украину окончательно, на всю территорию и растерзать. И когда в этих вот кругах там наверху постоянно идет разговор о том, что нам нужна передышка, нам нужна передышка, нам нужна передышка, на варе же шапка горит. Ведь тем более эти люди, они очень примитивные. Они то, что услышали, на том языке и разговаривают. Если у них с утра до ночи был разговор о передышке, то они именно об этом и говорят. А не замышляет ли весь мир коварную передышку? Ну, слушайте, в психологии это очень простой прием. Так первоклассники обычно общаются. Это когда «а мама велела передать, что папы нету, поэтому заходите». Ребенок, он устроен очень просто. Вот эти люди устроены точно так же просто. Они
в уста своих оппонентов вкладывают мечты о передышке, потому что это единственное, что они обсуждают сами внутри своего правительства и власти Совета Безопасности, как самую важную задачу России получить передышку. А почему, вот я вспомнила о том, что они звонили Остину Белоусов, это новый министр обороны России. Как вы думаете, а почему он имеет совесть и даже он позволяет себе позвонить коллективному Западу с тем, с кем они якобы воюют, ну и просить как-то повлиять на Украину? То есть Америка первая начала, это первые звонки Белоусову. Белоусов тихо вкрался в свой кабинет, вдруг нашел в письменном столе маршальские погоны, очень сильно обрадовался о том, что он теперь, посмотрите, прям-таки настоящий, боевой. Странно, что на его кителе еще не было три раза Героя Советского Союза или что-нибудь на эту тему. И бац, раздается звонок. Он подходит к телефону, а там «Do you speak English? How do you do?» Выясняется, Америка на проводе. Звонит министр обороны Соединенных Штатов Америки. Встать смирно! Это ж какого уровня ты достиг, если тебе, смотрите, живой американец звонит. Человек от страны номер один на планете Земля. Он ответил тем же. Он так: да я сейчас как позвоню, да я ща в Америку позвоню. Вы знаете, какое? Я вот прям сейчас в Белый дом. Ну, ладно, кто там у них есть? Ну, кто-нибудь свободен? Да, не спят. Часовая разница. Америка это где? Дайте на глобусе посмотреть. Все, ща. Я решил. Я ща в Америку позвоню. И ведь позвонил. Это же какой крутизны! Геостратег, политик письменного стола, директор департамента табуретки и одного телефона. Вот это личность, смотрите. Ему-то Америка позвонила. А он-то что? А он взял и ей в ответ позвонил. Вот это действительно, вот этот человечище. Ну все, пошли обедать. Это очень просто все. Вот прям совсем просто. Сказать-то нечего, смысла никакого, а зато как вокруг все аплодируют. Наш-то, смотрите, самому председателю колхоза-то колеса спустил. Во какой Васька-то у нас. Если что, у него и самогонка самая крутая, так что мы теперь за Ваську. А неужели США настолько боятся Кремль, что по их просьбе они потом звонят Украине и просят отменить все планы и все тайные операции? Никто в Украину не звонит. И Америка — это не та страна, которая может сказать: слышь, ну-ка ты звякни. Рассказать в общественном пространстве, тем более, что здесь еще разница переводов. Мгм. Министр иностранных дел Лавров, он демонстративно всегда любому своему собеседнику в лицо говорит «ты». Ну, потому что по-английски это обращение «you», «вы». В английском языке нет обращения «ты». Но все знают: наш-то, смотрите, наш-то. Смотрите, он ему «ты», а тот ему на «вы». Это разница перевода. Политика выстраивается вокруг того, чего не существует или очень призрачно, но должно приобрести максимальную убедительность. А так, чтобы кто-то кому-то позвонил, и после этого были какие-то последствия, последствия бывают после непубличных звонков. И созваниваться стороны не перестали. И созванивались в холодную войну, в горячую войну, по поводу войск в Афганистан, нападения на Сирию. Все всегда друг с другом на связи. И штабы, и разведки, и администрации первых лиц. Но чтобы Америка что-то боялась, Россию. Америка, она же, когда президенты у них выходят в отставку, создается сразу публичная библиотека с документами на период президентства этого человека. И самое интересное — это мемуары. И они потом рассказывают, что они думали, почему они принимали такие решения. Вот пока он был при должности, он отвечал за страну. Он должен был быть стратегом, очень серьезным человеком. Каждое его слово имело всегда колоссальные последствия. Когда он в отставке, пенсионер, как правило, преподаватель какого-нибудь университета, он рассказывал, что он думал в тот момент, когда вот сидел, например, за столом переговоров с русскими. И очень многие президенты, оценивая внешнюю политику Советского Союза, генеральных секретарей, делегации, которые приезжали, они все так или иначе в очень вежливых фразах рассказывали, что я общался вот с этими неумными людьми, у которых очень странные, очень бойкие фантазии, очень агрессивные. Они всерьез, оказывается, думают, что Америка собирается на них нападать. Им же нужно с психиатрами разговаривать. Но в результате они почему-то разговаривают со мной. Ну, так получилось, что я, видимо, в роли психиатра.
И американские президенты, что вот по списку, если посмотреть, почитать их мемуары внимательно, они всегда к российским делегациям, к российским инициативам, к российской внешней политике относились как к недоразумению. Из серии: вы что, серьезно? Вы что, правда ничего не понимаете? Вы до такой степени примитивные? У вас настолько одноклеточные мозги, и вы это называете стратегией? Русские, ну, мы были о вас лучшего мнения. В лицо такое не говорят. В мемуарах такое очень подробно описывают. По ощущениям, по пониманию. То есть не о том, что это не то, что это только факт. Это еще и вот такой разговор. Мы сидим с ним, я смотрю на него и понимаю, что этот русский реально верит в то, что он говорит. Но это же абсурд. В нормальном мире мы понимаем, что это же диагноз. Это просто психиатрический диагноз. И это происходит на протяжении всего существования Советского Союза. Вот как началось в 17 году, так в 24-м не закончилось. И говорить о том, что Америка боится, хорошо, если Америка не в открытую саркастически ухмыляется. Хорошо, если она делает серьезное лицо. Но это максимум. Потому что действительно очень смешно, то, что приходится с такими недоумками иметь дело. В Санкт-Петербурге прошел военно-морской парад. Его принимал лично российский правитель Путин. И многие обратили внимание на приветствие моряков. Давайте мы с вами его посмотрим. Здравствуйте, моряки! Поздравляю вас с участием в праздновании Военно-морского флота России. Экипаж корабля в ответ на приветствие президента Российской Федерации выполняет церемониальное движение Тинджай, чем символизирует огромное уважение к человеку. Экипаж поднимает правую руку перед телом и произносит приветствие: «Да здравствует российский военно-морской флот». Команда повторяется 3 раза. Какие-то флешбеки. А у вас есть понимание, что это за Тинджай? Я служил во флоте, срочную службу, и Хай Гитлера у нас не было, даже если это называлось Чинджай. Теперь в стране фашизма нужно было найти тех, кто легитимизирует новый вариант армейского приветствия. Знаете, кто-то должен быть первый. Вот только придумали, и нужно же, чтобы кто-то начальству доложил. Моряков решили уговорить на эту должность и сказать: ну, морячки, все-таки именем Петра, флот, давайте все-таки скинем маски. Ну, Хай Гитлер уже. Ну, товарищ президент, Хай Гитлер уже. И так 3 раза. У фашистов было 1 раз, у германских, у российских 3. Назвали, правда, по-китайски. Просто интересно, а что же будут они далее демонстрировать, если уже так открыто? Ну, дальше по списку много всяких культурологических нюансов и контактов с внешним миром. Ну, харакири, например, не менее красиво. Но и когда войну проиграют. А сейчас вот эта атрибутика фашизма, ведь Советский Союз же не зря выращивал германский фашизм, не зря песни общие пел, маршем одинаково пытался ходить. Правда, немчики получше ходили, чем российская армия, чем РККА. Ну, сейчас нужно этот вот исторический пласт наконец-то докопать, долюбить, допредъявить. Там еще, кстати, в этой же атрибутике, ну, кроме Хай Гитлер, там СА, СД и СС, ну, практически аналоги-то существуют в России, потом факельные шествия, и, ну, дальше по программе идет сожжение на кострах, начнут с книг, потом перейдут на людей. Если все-таки вспомнить об этом параде, который произошел, то не показали там корабли, которые атаковала Украина. Во время трансляции главного морского парада в честь военно-морского флота показали всего лишь 2 корабля Черноморского флота. Ими стали корвет «Меркурий», но и также фрегат «Адмирал Григорьевич». И СМИ пишут, что вот не было никаких кораблей, которые якобы атаковала Украина. Ну, подтверждения были о том, что они либо получили какие-то незначительные ушкоджения, но и также была информация, что некоторые из них пошли на дно. Почему Путин об этом не вспомнил и почему они не презентовали то, что якобы Украина там ничего у них не потопила? В эту игру очень тяжело играть, потому что, с одной стороны, все для фронта, все для победы, вставай, страна огромная, а с другой стороны, ничего не происходит, мирная жизнь, в Крым ездим отдыхать.
совместить это, тем более Путину, совершенно не по силам. Слишком эклектично получается. Так у тебя война, и все до последнего, или у тебя мирная жизнь, и просто где-то какая-то там тлеет тихонечко СВО. Как-то демонстрировать собственную поверженную технику, так или иначе акцентировать внимание на том, что у тебя утопили весь Черноморский флот, на том, что Украина, не имеющая серьезных ВМС, выиграла войну на флоте. И Черноморский флот, загнанный под лавку, теперь уж если и существует, то скорее в подводном состоянии, чем в надводном. Это не для праздника. Тем более Путин, который даже не смог вспомнить, что именно они отмечают, и поэтому поздравил флот с флотом, а не с Днем военно-морского флота, он тем более не потянет каких бы то ни было аналогий. Если увидит, испугается, знаете, как пожилого человека, в принципе, как маленького. Его же запугать-то легко и просто. Его психиатрические диагнозы, они, конечно, понятно, что переписаны все, и все заранее известны, понятно, какими таблетками купировать, но лучше лишний раз в тупик не ставить. Для Путина все тупик. А здесь парад, здесь, наконец-то, во всем белом, красиво, ура, Хай Гитлер для Путина, все-таки немецко говорящего президента, бывшего президента, ныне диктатора, это абсолютно понятная стилистика и логика. И вдруг тут бы что-нибудь непрезентабельное, что-нибудь такое там, в рамах, там какой-нибудь боевой генерал без руки, или там подбитый танк, или, не дай бог, поднятый со дна морской пучины какой-нибудь боевой корабль, который там прямо в Украине утверждал русский мир. На парадах так не бывает. На парадах бывает поздравление, потом солдатам дают, матросам дают 2 яйца вкрутую, кусочек сливочного масла, кусочек хлеба. Это, собственно, и есть главный праздник. Все остальные идут пить водку. Вот и все. Тут нет места теням, полутонам, только яркий белый свет, только парад и только абсолютная незыблемость бытия. Вот такой парад был в прошлом году, в позапрошлом году, позапрошлом году. Такой парад был всегда. Ну, с перерывом на 41-45. Поэтому вечная Россия. Все в порядке. Парады по расписанию. Институт изучения войны пишет о том, что Россия использовала День военно-морского флота, чтобы попытаться создать объединение против Запада, потому что приняли участие тут другие страны, в том числе Азербайджан, Венесуэла, Вьетнам, Куба, Мьянма, Сирия, Катар, и все они якобы сотрудничают с Россией. А что, по вашему мнению, продемонстрировала Россия, и зачем ей сейчас показывать эти отношения якобы с рядом незападных государств? Россия, она велика. Россия, она на глобусе занимает самое главное место. При этом, какое событие бы ни произошло международное, от этого глобуса делегатов-то нету. Не ездят в Россию, руки не жмут, в ногах не валяются, в засос не целуются. Ну как ж так? А тем не менее, Россия — это страна, которая не заканчивается нигде. У нее везде геополитические интересы, и везде союзники, и везде друзья. Раньше бывало, он как не выстроишь на трибуне мавзолея до горизонта всяких военных атташе. Друзья. Там посмотришь, там тебе и Африка, и Ближний Восток, и какая-нибудь Южная Америка. Вот эта игра продолжается. Это то же самое, как игра в парад. Параду быть. Международным отношениям быть. Подойдут любые в любой конфигурации. Дружеские делегации, военные совместные учения, какая-нибудь торговая палата совместная, какое-нибудь единое экономическое пространство. Россия не должна ни в коем случае сама перед собой, перед всем миром ей плевать, сама перед собой показаться ущемленной, лишенной внешних контактов. Ведь для советского человека самое важное же была заграница. Перед заграницей всю жизнь советский человек присмыкался. Для советского человека фетишизация Запада была абсолютной. Не случайно же, если американец позвонил, так это же самый главный человек на Земле. Присутствие американца — это уже счастье, это уже праздник. Не настолько нужен свадебный генерал, сколько нужен живой американец. Любой. Но гувернантка французская тоже была из этой же самой серии, которая дворянских детей учила. Потому что иностранцы — это всегда высший сорт. Любой дворянин российский считался тем более родовитым, чем у него в происхождении кровей было иностранных намешано больше. Если ты был дворянин из абсолютно русских, ну, так себе, дворянишка, второй сорт. А вот если ты, например, какой-нибудь Лермонт, так это все-таки первый сорт. Если какой-нибудь фон Визен, это точно первый сорт. Ну, потому что это заграница. И перед заграницей всю жизнь присмыкались. А сейчас никакой заграницы нет. Приличного американца, да он был в Гершковиче, и того посадили. Найти какого-нибудь нормального там
Шведа, да где что вы найдешь? Французы крайне редко. Немцы, ну, в общем, друзья, но тоже не приезжают. Тут им Янма сгодится. Сергей, огромное спасибо вам за интересный разговор и за то, что вы нашли время для нашего эфира. Я желаю вам хорошего дня. И напомню, что Сергей Слонян был с нами на связи. Вы, друзья, поддержите наш стрим своими лайками, напишите комментарии. Не забывайте указывать, с какого вы города, с какой страны. Нам очень интересно это знать. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наши YouTube-каналы для того, чтобы увидеть и узнать много очень интересной информации. Всем спасибо за внимание, хороших новостей и до встречи. Слава Украине! Героям слава!